speaks too fast, Выступающий говорит слишком быстро and the speaker sometimes speaks too long. и слишком длинно иногда. No, it это не doesn't happen? огорчает. I'm not believing. Я не верю We тебе. have a lot of trouble in that back row. Там на заднем рядах у нас проблемы. What other complaints do Какие you hear? другие жалобы вы сталкивались? С какими жалобами вы сталкивались? The kids get bored. Детям скучно. Kids are running everywhere in facility of a church. Yes, Да. you're not allowed to have fun in the church. То есть непозволительно веселиться в здании церкви. There's no smiling. Не улыбаться. Of course, I'm kidding. Конечно, я шучу. But it's too hot, Слишком жарко, too cold. слишком холодно. Our church, we have a lot of lights on the platform. В нашей церкви у нас много света на сцене. So the air conditioning is always on, И всегда работает система вентиляционная. Even in the winter. Кондиционирование воздуха. even in the winter time. Даже зимой. So on the stage, it feels good. На сцене чувствуется хорошо. Everyone out in the Все, congregation кто is сидит в freezing. зале, замерзают. Give me a few more complaints. Еще пару жалоб. Слишком много перемен. Too much change. Слишком много перемен. Not enough change. Недостаточно перемен. I love it. Я люблю вот это. That's exactly right. Именно точно то, что нужно. And then welcome to ministry. Добро Right? пожаловать в служение. Слишком много проповедуешь о деньгах. Preach about money too Такая much. жалоба. Слишком мало. Not enough of the Holy Spirit. Слишком мало Духа Святого. How about the style of the music? Стиль музыки. Style of the music. Стиль музыки. Traditional service. Традиционное служение. Contemporary. Современное служение. Starts too early. Слишком рано начинается. Starts too late. Слишком поздно начинается. The car. Ковер зеленого цвета. This is true. Да, это правда. I know churches that Я- have split Знаю церкви, которые разделились over the color of the carpet. из-за цвета ковра. Oh, yes. Да. Chairs instead Стулья of pews. вместо рядов. Yes, so when we worship here tomorrow, Когда завтра мы будем поклоняться здесь, the Holy Spirit will still be here, Дух Святой все еще будет здесь. even though we're in chairs. Даже если мы сидим на стульях. Any more that you can think Еще of? больше. Hymnals Гимны. or screens? Гимны или экран. Why so much little cups on a Lord's Supper? Почему так много маленьких стаканчиков во время вечери? Do they want a bigger serving? Хотят больше, такой бокал. That's great. Замечательно. Well, I want to give you 6 facts Я хочу дать вам 6 are- фактов, universal которые универсальны, about вселенские, complaints and criticism. относительно критики и жалоб. The first one is everyone receives them. Первое. Каждый сталкивается с ними. If you are in ministry or in leadership, Если вы в служении или в руководстве, people will complain. люди будут жаловаться. And one of the great things about being together И одна из замечательных вещей, когда мы вместе, is that we learn from one что мы another, научаемся друг от друга, but we also realize we're not alone. но также мы осознаем, когда мы одиноки, In, что мы не одиноки. in just the few meals that we've had to eat with you, Некоторое время, которое мы провели вместе с вами, кушая там, I've learned that people around the world, я научился тому, что люди по we всему have миру the same issues. сталкиваются с теми же самыми проблемами. We met a couple Мы who познакомились с парой, has a 12-year-old daughter которой дочке 12 лет, who is just like our 14-year-old daughter. подобная нашей 14-летней дочке. And so we were able to И console вот one мы смогли another консультировать друг друга, советовать in our children's growing up troubles. в проблемах с ростом наших детей. So everyone receives criticism. Каждый сталкивается с критикой. You are not alone. Вы не одиноки. в этом. And there are biblical examples of Есть- people receiving criticism. Библейский пример, когда люди сталкиваются с критикой. Moses received criticism Моисей сталкивался с критикой and complaints и с жалобами from Israel. от Израиля. They used to be in slavery. А было время, когда они были в рабстве, He's leading them out, он вывел их, and they want to go а back они хотят вернуться обратно. because they think it'd be better. Потому что они думали, это будет лучше. David receives criticism Давид сталкивался с критикой
from Saul, от Саула, who wants to kill him который желал убить его, because he's jealous. потому что он завидовал. I notice some of you taking pictures of the Я slides. заметил, что некоторые из вас фотографируют эти I слайды. can make all the slides available to you later. Я все слайды могу в свободном доступе для вас That оставить. way you can save memory Тогда on your вы phone. сможете сохранить память на вашем телефоне. So here's the most И important вот one. самое важное. Jesus and John the Baptist Иисус и Иоанн Креститель received complaints and criticism. сталкивались с критикой и жалобами. In Matthew 11 and Luke chapter В 7, Матфея 11 и Луки 7 Jesus is talking about how the Pharisees Иисус говорит о том, как фарисеи criticized John the Baptist могли критиковать Иоанна Крестителя for not eating and drinking за то, что он не ест и не пьет, like a normal person. как обычный человек. They called him a demon. Они называли его демон. They criticized Они Jesus критиковали Иисуса, because he ate and drank потому что он ел и пил, like a normal person. как нормальный человек. And they called И они him a называли его glutton. обжора. And this is a very И valuable это lesson for us. очень ценный урок для нас. There will be people, Будут люди, even people that call themselves religious people, даже люди, которые называют себя религиозными just людьми, like the Pharisees, так же, как фарисеи, who will never be happy, которые никогда не будут счастливы. no matter what you do, Неважно, что вы делаете. apart from God, Вдали от Бога, doing a transforming work пытаясь произвести трансформирующую работу in their hearts в and in их their lives. сердцах и жизнях. There are some people you'll never make happy. Есть люди, которые никогда не будут счастливы, вы не сможете их сделать счастливыми. Another fact about Другой criticism факт относительно критицизма. is that criticism can be constructive. Критика может быть конструктивной. Complaints can actually be helpful Жалобы в сущности могут быть полезными. if we listen to it and allow it to help us Если grow. мы будем прислушиваться и позволять этому давать нам рост. But complaints and criticism can also be destructive. Жалобы и критики также могут быть деструктивными. It can really hurt us, По-настоящему могут причинять боль нам. especially if people are mean about what Особенно they если say. люди злы по отношению к тому, что они говорят нам. And we can take these complaints and criticisms personal. И мы можем это принимать, жалобы и критики, на личный счет. Satan wants to attack us through criticism and complaints. Сатана хочет атаковать нас через жалобы и критику. Satan will use people Сатана будет использовать людей to tear us down для того, чтобы сокрушить нас and discourage us from и our mission. разочаровать нас в нашей миссии. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Петра 5:8. Be alert and of sober mind. Трезвитесь, бодрствуйте, Your enemy the devil потому что противник ваш дьявол prowls around like a roaring lion, ходит как рыкающий лев, looking for someone to devour. ища кого поглотить. Satan wants nothing more Сатана не хочет ничего более, than to cause disunity создать разрушение в единстве, within the church. разделение в церкви. And he will use people И он будет использовать людей, that don't have their eyes on the которые mission не следят и не смотрят внимательно на свою миссию. to tear the church apart. И вот это разделяет церковь. Complaints and criticism can come from anywhere. Жалобы и критики могут приходить отовсюду. They come from enemies, Могут приходить от врагов наших, people who are out to tear us down, людей, которые снаружи пытаются поставить нам подножку, to make themselves feel better. для того, чтобы себя лучше чувствовать. They can come from close friends or family. Это может приходить от членов семьи или близких друзей. Sometimes this can be helpful, Иногда это может быть полезно, but sometimes it can still hurt. но иногда все еще причиняет боль. Complaints and criticism can come from Жалобы, критика может приходить от people in authority over you, людей, которые стоят в власти над нами, which also can be helpful, которые также может быть полезно для нас, but still can be painful. но все еще может быть болезненно. And they can come from the people you are trying to lead. И также может критика приходить и жалобы от людей, которых вы пытаетесь вести. The last fact about criticism and complaints Последний факт относительно критики и жалоб is that people want to be heard. – это люди хотят быть услышанными. And by heard, I mean valued. Услышанными я имею в виду оцененными. People want to know that you're Люди listening to хотят them. знать, что вы их слушаете. And this is very challenging И это, конечно же, провоцирующе.
Because for some people, Потому что для некоторых людей listening to them то, что вы их слушаете, means that you change what you do. означает, что вы измените то, что вы делаете. And that's not always true. И не всегда это правда. There are ways to discern whether you should change or not. Существует способ, как определить, нужно вам что-то менять или нет. And we'll talk about that in just a Мы об moment. этом поговорим через минутку. But I want to give you 10 steps to handling complaints and criticism well. Я хочу дать вам 10 шагов, как вы можете справиться с жалобой и критикой. It's important to listen to people, Это является важным слушать людей, but not every criticism or complaint но не каждая критика или жалоба requires a change. требует перемен. So here's some 10 steps to И handle вот criticism 10 шагов, чтобы справиться с критикой and complaints well. и с жалобами. Expect it. Первое. Ожидайте это. You will receive criticism. Вы столкнетесь с критикой. You will receive complaints. Вы столкнетесь с жалобами. Especially in a world Особенно в мире, that is walking away from God. который уходит от Бога. People will continue to be selfish Люди будут продолжать быть эгоистичными and share their personal и preferences, делиться своими предпочтениями личными. even when you don't ask about them. Даже если вы не спросите об их мнении. Many people like to share what they think. Многим людям нравится делиться то, что они имеют. As a leader, Будучи лидером, when you make decisions, когда вы принимаете решения, not everyone will agree. не каждый согласится. So expect it. Ожидайте этого. The second step is Второй to шаг. consider the source of the criticism. Рассматривайте, откуда происходит критика. You have to ask yourself some questions. Вам нужно задать себе пару вопросов. What is this person's history? Какова история этого человека? Does the person have a history of negativity? Есть ли у этого человека история, которая несет негатив? Are they always unhappy? Может быть, они всегда несчастливы? Or is the person complaining Или тот человек, который жалуется, spirit-filled and loving? наполнен духом и в любви? It may change how you То есть listen. это может изменить то, как вы слушаете. There are some times that people will be critical and complain Иногда люди будут критичными и жаловаться from the sidelines. со стороны. They don't serve, Они не служат, but they want to complain. но они хотят жаловаться. We call this wanting to steer the boat Мы называем, что это те, которые хотят управлять лодкой without being willing to row the без boat. того, чтобы грести. It's important to Это row the важно boat, грести. and then you can offer И your opinion. потом, тогда вы можете говорить свое мнение. So it's important to consider the Это source. важно смотреть, откуда все это исходит. Another question is, Другой вопрос. are there personal struggles Являются ли это личными, that are fueling their Проблемами? critical spirit? которые просто проявляют свой критический дух и дух жалоб? We don't know what's going on under the surface of people's lives. Мы не знаем, что происходит в глубине жизни людей. Oftentimes, people who feel out of control in their own life, Очень часто люди, которые чувствуют, что он теряет контроль над своей жизнью, they complain and are они critical жалуются и критикуют, to try to have something they can control. пытаясь достичь чего-то, что они могут контролировать. If you are a pastor, Если вы пастор, then you are a shepherd of people. тогда вы пастух этих людей. You should be walking closely with the people you lead. Вы должны идти рядом с людьми, которых вы ведете. And if you know their personal struggles, Если вы знаете их личные переживания, it might help you hear them complain a little differently. может быть, это поможет вам слушать их жалобы слегка по-другому. Because you know what's broken inside Потому что вы знаете, что внутри у них сокрушено. and where this is coming from. И откуда это все идет. There are some more questions that we have to ask. Существуют еще другие вопросы, которые нам нужно задать. But the next step is Следующий шаг. that we must be humble. Мы должны быть смиренными. We must put away our pride. Мы должны убрать в сторону нашу гордость. We have to be willing to look at Мы ourselves должны иметь желание посмотреть на себя and ask some hard и questions. задать сложные вопросы. Is there a truth to be applied? Есть ли в этом правда, которую нужно применить? Even if the person has a critical spirit, Даже если у человека дух критики, we have to swallow our нам pride нужно проглотить свою гордость and see if what they're saying is true. и посмотреть, если то, что они говорят, истина или нет. When pride comes, Когда then гордость приходит, comes disgrace. придет и посрамление. But with humility Но со смиренными comes wisdom. приходит мудрость. Here's another question. Вот другой вопрос. Is there a pattern? Существует ли какой-то путь или образец?
Are you hearing the same complaints Слышите ли вы те же самые жалобы from multiple sources? из многих источников? I get to do consulting on occasion. Иногда я провожу консультирование людей. And I was at a church Я был consulting, в церкви консультируя. and the senior minister was telling me И служитель говорит мне, that many different people were telling him, что многие различные люди говорили ему, the music is too loud, the что music is too музыка loud. слишком громкая, музыка слишком громкая. He was hearing it from many different И people. он это слышал от многих людей. So guess what? И как вы думаете? The music may be too loud. Может быть, действительно музыка слишком громкая? If multiple people are saying the Если same thing, многие люди говорят одно и то же, it may be something that's true. может быть, это правда. So if there's a pattern, И вот есть какая модель, we probably should listen to it. и мы должны, может быть, прислушаться. Is there someone you trust to be Yes. honest with you? Если кто-то, кому вы доверяете, который может быть честным с вами, Do you have someone that you can go to если у вас кто-то, к которому вы that можете you trust пойти, their judgment, вы доверяете его суду, его that you can мнению, ask, вы можете спросить, is this true? правда ли это? Do we have a problem? Есть ли у нас проблема? Is there something I could do better? Есть ли что-то, что я мог бы сделать лучше? If you really want to be effective, Если вы по-настоящему хотите быть эффективным, we have to be humble. мы должны быть смиренными. We have to be Мы teachable. должны быть способными научаться. We have to admit we Мы don't have all the должны answers. признать, что у нас нет всех ответов. And we have to have people that are Yeah. willing to speak truth И мы должны иметь людей рядом с собой, которые готовы говорить правду into our own lives. по отношению к нашим жизням. Whoever disregards discipline comes to poverty and shame. Не считая посрамления, отвергающему учения. But whoever heeds correction is honored. А кто соблюдает наставление, будет в чести. Whoever remains stiff-necked after many rebukes Человек, который, будучи обличаем, ожесточая свою выю, will suddenly be destroyed внезапно сокрушится without remedy. и не будет исцеления. For a lack of guidance, a nation falls. За нехваткой советов народы падают. But many advisors make При victory sure. многих советах дело устоит. As iron sharpens iron, Как железо острит железо, so one и person человек sharpens another. изощряет взгляд другого. These scriptures all tell us the Вот same thing. все эти писания говорят об одном и том же. We have to be humble. Мы должны быть смиренны, We have to be willing to be honest. мы должны быть готовы получить честное And we have to be мнение, willing to listen and и make мы the должны changes that are needed. желать слышать и, если необходимо, сделать перемены. We can become the critic or complainer. Мы можем стать критичными или теми, кто жалуется. Something funny happens as we get older. По мере того, как мы взрослеем, кое-что интересное происходит. We get stuck in our own ways. Мы застреваем на своем пути. We become creatures of Мы habit. становимся созданием привычки. We like things how we like them. Нам нравятся вещи, чтобы они шли в определенном порядке. And so if we're not careful, И если мы не внимательны, as we get older, по мере того, как мы взрослеем, we become the complainer. мы становимся теми, кто жалуется. We become the critic. Мы становимся критиками. And for some of us, the И most для important thing некоторых we из could нас do то, что самое важное мы можем сделать, is as we get older, по мере того, как мы взрослеем, to step back отойти чуть-чуть from назад leadership от руководства and let the next и generation позволить lead. следующему поколению вести. And to pray for wisdom И молиться о мудрости, of knowing when to speak зная, когда говорить and when to be и silent. когда молчать. Many churches are dying Многие around the церкви world умирают по всему миру, because people that are in leadership потому что люди, которые в руководстве, are not empowering the next generation. не дают силу следующему поколению. Because the leaders Потому что лидеры have become the complainers. становятся теми, кто жалуются. The people that are in power Люди, которые облечены властью, don't want to change. не хотят перемен. And now we're the critic. И вот теперь они критикуют. We must be humble. Мы должны быть смиренными. Number 4, 4. we have to avoid taking complaints and criticism Мы personal. должны избегать принимать критику и жалобы на личный счет. And this is very hard И это очень сложно. because criticism Потому что критика assaults our identity. оскорбляет нашу идентичность, нашу личность. It can damage our self-worth. Может разрушить нашу самооценку. There's a great book Существует замечательная книга called The Search for Significance. «В поисках важного». And there is a simple math equation inside this book. И в этой книге простой метод. And it says our Написано, performance Наша
plus others' opinions наша игра или то, что мы делаем, плюс Equals- мнение других равняется our self-worth. нашей самооценке. То, что мы делаем, плюс мнение других, наша самооценка. Many people live this way. Многие люди живут вот таким образом. Instead of living that how God sees us Вместо того, чтобы жить, как Бог взирает на нас, and what Jesus has и done что Иисус сделал, is our real self-worth. это наше желание поднимать нашу самооценку. And so we take И things вот personal мы берем это на личный счет. because our value is on how we perform. Потому что наша ценность то, как мы себя проявляем. And our value is found in how other И people think of us. это основано на том, как другие думают о нас. One way to tell Один способ, чтобы сказать, if you take complaints personal если вы один способ, как определить, если вы принимаете на свой счет жалобы, is examining how you handle praise. исследовать, как вы обращаетесь с хвалой. If praise or positive feedback Если хвала или положительный отзыв lifts you way up, вас поднимает, makes you feel very good, заставляет вас чувствовать очень хорошо, boosts your self-esteem, дает взрыв вашей самооценки, then criticism and тогда complaints критика и жалобы will make you feel really bad, заставят вас чувствовать очень плохо. where you feel like a failure. Вы будете чувствовать себя как неудачник. The higher you feel after praise, Чем выше себя чувствуете во время хвалы, the lower you will тем feel after ниже criticism. вы себя будете чувствовать после критики. If a praise or compliment has ever Если- made your day, Если комплимент или хвала делают ваш день счастливым, then a criticism and тогда complaint will критика ruin и it. жалобы разрушат ваш день. And once we begin to take criticism personal, И как только мы начинаем принимать критику на личный счет, it will become это станет pervasive, проникающим. where we feel like we're a failure at Когда мы чувствуем everything. себя, что мы неудачники во всем. Taking a criticism Когда мы берем- spills into other areas of our lives. Когда мы берем критику, это имеет отражение на свой счет, это имеет отражение в жизни, в наших остальных частях жизни. If they think I'm bad at that, Если они думают, что я хорош в этом, maybe I'm bad at other things. может быть, я тогда во всем хорош. And that's what happens. И вот это происходит. And after that, И it becomes после этого permanent, это становится постоянным, where we feel like there's no hope, когда мы чувствуем, что нет надежды, where we feel like God can't когда мы use us. чувствуем, что Бог не может ничего сделать. I believe this is why suicide rates are going up. Я верю, поэтому я верю, почему уровень самоубийств растет. In the United States, Штатах- suicide rates rise every year. Каждый год уровень самоубийств идет вверх, растет. It's the 10th leading cause of death in the United States. Существует 10 причин, которые ведут к смерти в Соединенных Штатах Америки. But suicide is also a huge problem in Eastern Europe. Самоубийство также является большой проблемой в Восточной Европе. Russia and Lithuania and Россия, Литва, Belarus Беларусь. have the highest У suicide них rates самый высокий уровень самоубийств in all of Eastern Europe. во всей Восточной Европе. And it's because we feel like there's И no это hope. из-за того, что мы чувствуем, что нет надежды. And it all starts with someone being critical of you И все начинается с того, что кто-то вас критиковал. in one area, В одной области and then we are потом- bad at all things, мы уже плохи во всех, and then there's no hope. и нет надежды. And this is what happens when people don't have Jesus И вот что происходит, когда у людей нет Иисуса. and they take their own lives. И они управляют своими жизнями. Another step to help with Следующий шаг. complaints and criticism Который поможет справиться с критикой и жалобами. is to recognize you are a work in progress. Признать, что вы находитесь в прогрессе развития. I love this verse in 2 Peter. Мне нравится этот стих во 2 Петра. He says, if you possess these qualities, Он говорит, если эти качества будут у вас, and these qualities are goodness and knowledge and self-control, и это самоконтроль, благость и знание, perseverance, упорство, godliness, благочестие, brotherly kindness, любовь братская, love. любовь. If you possess these in increasing measure, Если у вас есть и это процветает, they will увеличивается, keep you from being ineffective это сохранит вас от падения, от неэффективности. and unproductive И вы будете, и вы in не our будете knowledge of Jesus. непродуктивны. Вы не будете непродуктивны в познании Господа Иисуса. This word increasing measure is very important. Вот это слово, That phrase вот эта фраза is very important является очень важной в увеличении меры. because it means we're never done.
Потому что это означает, что мы никогда не завершим. Do you know when you're done learning and growing? Знаете, когда вы завершите учиться и расти? Когда вы When you- перестанете? When you stand before Jesus Когда вы будете стоять пред Иисусом, and he says, well и done. Он скажет, хорошо сделано. Until then, we're Молодец. always learning. До того момента мы всегда учимся. We're always growing. Мы всегда растем. Are there any perfectionists in the room? Есть ли в этой комнате перфекционисты? People who think they ought to be great at Люди everything? думают, что они всегда должны быть совершенными во всем. A few of us, Некоторые из нас that's a struggle. это проблема, это борьба. And we are not done И until мы we go to еще heaven. не закончим, пока не окажемся на небесах. Number 6, Номер 6. pray for the critical or complaining person. Молитесь за человека, который жалуется или критикует. Something miraculous happens Что-то чудесное происходит, when we pray for people out to hurt us. когда мы молимся за людей, которые причиняют боль нам. We may see them differently Мы можем по-другому на них взирать. or get insight into their heart. Или можем добраться до внутренности их сердец. Number 7, 7. pray for your attitude. Молитесь за ваше отношение. There's a man who did a study Есть один человек, который провел исследование of the leaders who were лидеров, very influential которые были облечены большим влиянием and remained faithful until the end of their и life. которые оставались верными до конца их жизни. And he came up with 6 qualities И он пришел с 6 качествами, that all of these leaders had in common. у которых наблюдались у всех этих 6 лидеров. The first quality Первое качество was having a growing relationship with Jesus. – иметь растущие взаимоотношения с Иисусом. But right after that Но quality прямо после этого качества was they had a learning у posture. них была привычка научаться чему-то. They were willing to Они always желали grow. всегда расти. So when your degree is finished, И вот когда ваше обучение здесь будет закончено, вы получите дипломы, you are not done. вы не закончили. When you reach 10 years from now, Когда пройдет 10 лет от сегодняшнего момента, you are not done. вы не закончили. If you want to be faithful Если вы хотите быть верными, until the last day of your life, до последнего дня вашей жизни your walk with Jesus, вы идете с Господом, and you're always learning. и вы всегда научаетесь. Number 8, Номер 8. remember we are all sinful Помните, people. что мы все грешники. Everybody in the world is broken. Все в мире сокрушенные. Some people are broken with Jesus, Некоторые люди сокрушены с and Иисусом, some people are broken without him. некоторые без Иисуса. And there's an old И saying существует такое старое высказывание, that hurt people что боль, причиняющая людям, hurt other people. So people that are broken, люди, которые сокрушенные, сокрушенные люди причиняют боль другим людям. people who are broken without Люди, которые Jesus сокрушенные без Иисуса, are not going to act like they know Jesus. не будут действовать, как будто они знают Иисуса. People that don't know Люди, Jesus которые не знают Иисуса, will say mean things будут говорить злые вещи, just to make themselves feel better. только для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Don't expect people who don't know Jesus Не ожидайте от людей, которые не знают Иисуса, to act like they know Jesus. чтобы они действовали и говорили, как будто они знают Иисуса. Because if the Pharisees, Потому что если фарисеи, who were supposed to know которые God, предположительно должны были знать Бога, were always complaining, всегда жаловались, and they were supposed to know Jesus и and, они and должны God, были знать Иисуса как Бога, then we should expect it from тогда everybody. мы должны ожидать этого от всего. Number 9, 9. remember your calling and mission. Помните вашу миссию и ваше призвание. Every single decision we make Каждое решение, которое вы принимаете, must be made with the mission of the church in mind. должно быть принято на основе миссии церкви. To seek and save the lost Искать погибающих and make disciples who и make делать disciples. учеников, которые делают других учеников. So here are some hard questions И to вот ask. есть вот следующие вопросы сложные, которые мы должны задаться. How does this decision Каким образом это решение help us reach people for Jesus? поможет нам достичь людей для Христа? Another hard question. Другой сложный вопрос. Are we more concerned Озабочены ли мы более, with keeping church members happy чтобы сохранить Then we- членов церкви than we счастливыми, are with accomplishing our mission? чем тем, каким образом мы должны закончить нашу миссию?
The Bible tells us Библия говорит нам, that as followers of God, что, будучи последователями Бога, we are to be fishers of men and мы women. должны быть ловцами мужчин и женщин. We are not supposed to be Мы не должны быть keepers of the aquarium. те, которые следят за аквариумом. Our mission is out. Наша миссия вне. If we spend all our time trying to make the critic or complaining person happy, Если мы проводим все наше время, пытаясь сделать счастливым человека, который жалуется или критикует, we will be distracted from our mission. мы отвлечемся от нашей миссии. However, Тем не менее, if we keep the mission in mind если мы будем держать миссию в разуме and speak of it и often, будем говорить об этом часто, it will be a reminder to all followers это будет напоминанием для всех последователей, that they are called to join the mission. что они призваны присоединиться на эту миссию. This is so important И это является так важно. because often all we Потому что do очень часто мы делаем, is to help people пытаясь помочь людям to grow and have their own walk with Jesus. расти и иметь их хождение с Иисусом. We forget to tell people Мы забываем говорить людям, that the goal is to reach что other people, цель достигать других людей, to step outside of ourselves выйти из себя и достичь and других, to reach others. достичь других. And I believe И я верю, complaining жалобы and being critical и то, что люди критичны, comes from being selfish приходит из эгоизма. and thinking about ourselves. И когда только человек думает о себе. So if we keep the mission in mind, Если мы будем держать миссию в разуме, that it's not about us, что это не о нас, but it's about reaching но people это о том, чтобы достигать людей, who don't know Jesus, которые не знают Иисуса. it may help with Это может complaints помочь справиться с жалобами and being critical. и с тем, что люди критичны. Time alone with God Время на один с Богом is very, very important является очень-очень важным. to handling complaints and criticism. Когда мы хотим справиться с жалобами и критикой. Jesus often withdrew Иисус очень часто уходил from crowds от толпы to be with the Father, для того, чтобы пообщаться с Отцом. and he kept the mission in mind. И он никогда не забывал о своей миссии. The Apostle Paul, Апостол Павел in Galatians chapter 1, в Галатам 1 главе, spent 3 years in the desert он провел 3 года в пустыне with God с Богом before his ministry. перед тем, как он начал свое служение. And as a result, И результатом этого he was certain of his calling он and был mission. определен в своем призвании на миссию. It is important to spend time alone with God. Очень важно проводить время на один с Богом. It reminds us of our identity, Это напоминает нам об нашей идентичности, that we are loved, что мы любимы, that we are forgiven, мы прощены, and that helps us to be и это thankful. помогает нам быть благодарными. Because thankful Потому что people благодарные люди don't complain. не жалуются. Think about that. Подумайте об этом. The people who complain Люди, которые жалуются, probably aren't remembering возможно, не помнят, what they have to be thankful for. за что им нужно быть благодарными. And so we try to tell our И вот мы children пытаемся сказать нашим детям all the time каждый раз, to write down what they're thankful for. записывать на бумаге, за что они благодарны. It's one of the reasons why Это одна из причин, почему God tells his followers Бог говорит своим последователям many, many times in the Bible много-много раз в to Библии remember, помните, remember his помните faithfulness, Его верность, remember his love, помните Его любовь, remember his deliverance, помните Его избавление, remember his forgiveness. помните Его прощение. When you remember, Когда вы помните, you are thankful. вы благодарны. And if you're thankful, Если вы благодарны, you won't complain. вы не будете жаловаться. People who complain Люди, которые жалуются, are not thankful. не благодарны. And we become thankful И мы становимся благодарными, when you spend time alone with God. когда мы проводим время один на один с Богом. So earlier I asked the question, Ранее я задал вопрос. if you struggle with complaining, Если вы боретесь с жалобами, and if you raised your hand, если вы подняли руки, or if you struggle или вы боретесь and didn't raise your и hand, не подняли руки, what's your time alone with God look like? на что подобно время, когда вы проводите один на один с Богом? Because we're all very busy. Потому что мы все заняты. We all have lots of У нас у responsibilities. всех много ответственности. But we make time Но мы должны найти время for the things that are most important. для тех вещей, которые самые важные. Whenever you say to someone, I'm too busy, Когда вы кому-либо говорите «я слишком занят», you're telling them they're not that important. вы говорите тем самым «ты не очень важен». Because you make time for the things that are important. Потому что вы находите время всегда для вещей, которые вы считаете важными.
As followers of God, будучи последователями Бога, nothing is more important ничего не является более важным, than your time alone with чем God ваше время, проведенное с Богом. every day. Каждый день. If you spend time alone with God, Если вы проводите время с Богом, He will remind you Он будет напоминать вам of all that you have to be thankful for. о всех вещах, за что вы будете благодарны. And something miraculous И happens. кое-что чудесное начнет происходить. Our hearts get transformed. Наше сердце начнет трансформироваться. We have a renewing of the У mind. нас будет обновление разума. Like Romans 12 Так же, tells как us, Римлян 12 говорит нам, God does this, Бог производит это, and we won't complain. и мы не будем жаловаться. We'll be thankful. Мы будем благодарными. And that's what we have to И teach the вот people in то, our чему мы church. должны, то, что мы должны преподавать людям в нашей церкви. We have to teach them what God has done, Мы должны преподавать то, что Бог совершил, teach them to remember, должны учить, чтобы они помнили, teach them to be thankful, учить, чтобы они были благодарными, and maybe they won't complain. и, может быть, тогда они не будут жаловаться. But some might, Но могут некоторые все еще because жаловаться. God has to still do a Потому work. что Бог все еще продолжает работать. Time alone, oh, let me read you this verse. И вот этот стих. Let the peace of Christ rule in your hearts, «Пусть мир Божий правит в вашем сердце, since as members of one body, так как мы являемся членами you одного were слова, called to peace, вы призваны к миру. and be thankful. И будьте благодарными». That is a command, Вот это заповедь. because thankfulness Потому что благодарность puts us in the right frame of mind. создает правильный образ мышления. Devote yourselves to prayer, Посвятите себя молитве. being watchful Будьте внимательными and thankful. и благодарными. Thankfulness Благодарность reminds us of our напом- identity, напоминает нам об нашей идентичности. who we are Кто мы and whose we are. и кому мы принадлежим. That God loves us Бог любит нас, and we are His и children. мы Его дети. And if you remember И that, если вы это будете помнить, no matter the complaints неважно, какие жалобы будут, or no matter the criticism, неважно, какие критики вы будете встречать, it will not bring you down это не сокрушит вас. because you know who you are in Потому что Jesus. вы знаете, кто вы во Христе. And you also И are вы sure также уверены of your mission. в своей миссии. You are reminded that your mission is to reach people, Вам напоминается, что ваша миссия – достижение людей. to reach beyond ourselves Достигать намного дальше, чем мы можем, and invite others и приглашать into the других kingdom. присоединяться к Царству. As I've gotten older, По мере того, как я взрослею, старею, I think about the people in my я life думаю о людях в моей жизни, who I believe are the most faithful которые, я думаю, что самые верные and the most influential. и самые влиятельные. And they all have one characteristic in common. И у них у всех есть одна характеристика общая. And it's not a word we like И это слово, которое нам не нравится, because it's hard. потому что оно And that больно. word is И это слово discipline. дисциплина. They're all disciplined. Все они дисциплинированные. The people who are faithful, Люди, которые верные, the people we look up to, люди, на которых мы the взираем, people who are influential люди, которые влиятельны, are all disciplined они все дисциплинированы in their walk with в God. их хождении с Богом. They pursue God. Они следуют за Богом. They are in the Word, Они в Слове. not just to study it, Не просто изучают это, but to be with their Savior, но они со своим Спасителем. to listen, Слушают, to speak, говорят, to grow in relationship. растут во взаимоотношениях. And this helps us И это помогает нам in our identity в нашей идентичности and in our mission. и в нашей миссии. The people that you know, Люди, которых вы знаете, that you look up to, на которых вы смотрите, are disciplined. они дисциплинированы. So again, Снова, how disciplined are you насколько мы дисциплинированы in spending time with God в проведении времени с Богом on a regular basis? на регулярной основе. If you will discipline yourself, Если вы дисциплинируете себя, it will change how you это feel. изменит то, как вы себя чувствуете. You will go from feeling like you have to study Вы перейдете от чувства, что вы обязаны изучать, to moving into тому- I get to be with Jesus я хочу быть с Иисусом every single day, каждый день. to the point where you won't want to go without Придете it. к моменту, что вы не захотите идти в другом направлении. Remember your calling and mission. Помните ваш призыв и миссию. Last one. Последнее. Remember this world Помните, что этот мир is not our final destination. не наше финальное предназначение. For our light and momentary troubles Наши временные трудности are achieving for us
an eternal glory that far outweighs them all. Just a minute, I will open You want to it look that one? Yeah. Okay. Сейчас я открою, прочитаю, чтобы не ошибиться. Имея такое намерение, легкомысленно я поступил, или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю так, что у меня... It's 2 Corinthians 2 4. Corinthians 4:17. Yeah, I'm sorry. It's okay. Take your time. Хорошо, извиняюсь. Итак. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Thank you. You're welcome. Good. Are there any questions about what we've talked about tonight? Есть ли какие-то вопросы относительно того, о чем мы говорили сегодня вечером? No questions. No? Huh? No, it's Урок был everyone's too слишком tired and hot. совершенным. Нет, здесь слишком жарко и вы все уставшие, поэтому вы думаете, что это было... Well, I pray for you and your ministry. Я молюсь за вас и ваше служение. I pray that you will make decisions Я молюсь, чтобы вы принимали решения, with the mission in mind помня о вашей and миссии. that you'll be humble. You have И тогда вы questions? будете... Вопрос? For what you are thankful. За что From ты what- благодарен? Oh, many О, things. много-много вещей, за что я благодарен. My family, Семья, to be here with то, что you. я здесь с вами. I look back in what God has done. Я смотрю на прошлое и смотрю, что Бог сделал. I grew up in a very broken home. Я рос в очень разрушенном доме. My dad left when I was 4. Когда мне было 4, папа оставил нас. My mom remarried when I was 5. Мама заново замуж вышла, когда мне было 5. Divorced again when I was 12. Когда мне было 12, она снова развелась. And everyone stopped going to the church. И все перестали ходить в церковь. And I had a few И у families меня было несколько семей, that kept me in the church. которые меня сохраняли, почему я They'd give me продолжал ходить. rides to the church. Давали мне желание ходить They в were церковь. influential Они оказывали when влияние, I was a student, когда я был студентом. like the people that you work with. Люди, с которыми вы работаете. And so I'm thankful for То that. есть я благодарен за такое. I'm thankful that God has done a healing work in my Я life. благодарен за то, что Бог проводил работу исцеления в моей жизни. I'm grateful that God has worked in my past. Я благодарен Богу за то, что Он в прошлом работал, I'm grateful that Я I'm благодарен, healing and growing every day. что каждый день Он исцеляет и растит меня. There's a lot. I'm going Очень to get много. emotional То есть я начинаю быть эмоциональным, because I'm very thankful. потому что я очень благодарен. And I'm sure of my И mission, я уверен в своей миссии. which is why I'm excited to be Вот here. почему я рад быть здесь. Because I want you to be excited Потому about что я your хочу, mission. чтобы вы были рады относительно вашей миссии. And we're only excited И when мы- we remember И мы будем только рады тогда, когда all мы that God будем has done in помнить, us. что все, что Бог сделал в нас. and that there are people out there И есть люди там, who need what we have. которые нуждаются в том, что у нас есть. And if we keep that in mind, Если мы будем это держать в разуме, no complaint, не будет жалоб, no не criticism будет критик, will distract us тогда никакая ни критика, никакая жалоба не отвлечет нас from the mission He's called от us. миссии, которой Он призвал нас. I appreciate that question. My Я wife, ценю этот you made вопрос. my wife cry. Ты заставил мою жену плакать. So, И вот. any more questions? Еще вопросы? Позвольте. Если мы говорим о руководстве сверху донизу, какое отношение у нас должно быть, когда ситуация меняется? Когда вы работаете под кем-то, у вас ожидания от руководства, а руководство не Right. совсем правильное. И я знаю, что мы не должны иметь благодарность, но Right. определенные вещи, которые должны были I know сделаны. exactly what you're Я talking знаю about. именно, о чем вы говорите. I know exactly what you're Я talking about. знаю, о чем вы говорите. Yeah. Насколько вы позволяете этому уйти That is или как? a fantastic question. Фантастический вопрос. Because if Потому что if the church is made up если- of broken people, Церковь состоит из сокрушенных людей. many of those people are in leadership. Многие из этих людей в руководстве. So we have to have a humble heart. И вот нам нужно иметь We have смиренное to сердце, submit to Нам their нужно authority, подчиниться их власти. and we have to do the things that we're in control to do. И мы должны делать то, что мы можем делать. So we do the best that Мы we должны can делать самое лучшее, что мы to можем make сделать, change, для того, чтобы принести перемены. but we also have to be Но мы willing to have также- honest conversations. Должны иметь желание провести честный разговор. I love honest Мне conversations. нравятся честные разговоры. They're not easy.
Они нелегкие. But honest conversations are Но very important. честные разговоры искренне очень важны. Because most of us Потому что большинство из нас work with people that have certain expectations. работают с людьми, у которых есть определенные ожидания. And one of the biggest issues, even in marriages, Одна из больших проблем даже в is you браке, have expectations, у вас есть ожидания. some of which are unreasonable, Некоторые, которые безосновательны. and some of which are uncommunicated. И некоторые, которые не сообщены другим. So if you have a leader that has И если у вас expectations, есть лидер, у которого есть ожидания, and they might be unreasonable, и, может быть, эти необоснованные you ожидания, have to talk about вам that. нужно поговорить об этом. And you could do that И вы submissively. можете это сделать в духе You подчинения. could do that honestly. Вы можете это сделать искренне и честно. Scripture tells us to Писание speak the говорит нам truth говорить истину in love. в любви. Don't be afraid. Не бойтесь. The worst that could happen Самое худшее, что может произойти, is you move on to another church вы перейдете в другую церковь, that maybe has stronger leadership, где может быть более сильное руководство, where you could be more effective. где вы сможете быть более эффективным. Indian Creek is my 4th church. Вот эта церковь моя 4-я церковь. We are not perfect. Мы несовершенны. It's the healthiest church Это самая здоровая церковь. I've ever been a part of. Когда-либо, в которой частью я был, The 3 previous ministries 3 were all very предыдущих difficult. служения все были разные. And I had some of those same issues. И я сталкивался с подобными And I had to проблемами. have hard И у conversations. меня было время сложных, трудных разговоров. Sometimes things changed, Иногда вещи менялись, and sometimes they didn't. иногда нет. I had to do what I could do. Я должен был делать то, что я смог сделать. Pray that God would change their hearts Молиться Богу, чтобы Он изменил их сердца. and do my job no matter what. А я должен делать то, что должен делать неважно. I wish there was Что a происходит? magic drink that we can give Я them хотел бы, чтобы у нас такой был магический напиток, to make them change, чтобы сразу они to изменились, make them fall in love with Jesus, чтобы они следовали Господу to make them Иисусу, be thankful, чтобы они были and to благодарными keep the mission in и mind. чтобы в разуме держали миссию. But sometimes Но иногда we have to lead мы должны вести, from the bottom up. мы должны поднимать снизу вверх. We have to lead by example, Мы должны вести, показывая пример. even with the people that are above us. Даже общаясь с людьми, которые над нами. And that's very difficult. И это очень сложно. It's a great question. Хороший вопрос. Did that answer? Это был ответ. I didn't give you a magic formula Я не дал вам магическую формулу, because there isn't one. потому что нет таковой. But that's a great question. Хорошо, но это замечательный вопрос. So the opposite situation, kind of Противоположная ситуация. like there are complaints from people who you leave, Жалобы от людей, которых вы ведете, и они это делают прилюдно. where is this wisdom of balance Где найти этот баланс и мудрость? Быть смиренным, leader? быть лидером. Well, you И вот could be такое. humble and still be corrected. Знаете, вы можете быть смиренным и также быть твердым. You could be humble and Вы still можете be быть смиренным и confrontational, все еще конфронтационным, where you have to talk with them. когда вам нужно поговорить. If they're being unbiblical Если они были не and they're библейские, posting their complaints to Facebook, и они на Facebook свои жалобы but выкладывают, they're not going to talk to the но person не идут жаловаться к they have a человеку, problem with, с которым у них проблемы, it's our job to be это наша работа leaders. быть лидерами. Again, if you're a shepherd, Снова, если вы пастух, you are in charge of the вы sheep. отвечаете за овец. One of the shepherd's job Одна из работ пастуха is to inspect the sheep for sickness – исследовать овцу, если она не болеет, and to help heal wounds. и помогать исцелять раны. I don't remember reading in the Bible Я не помню, когда я читал Библию, that the sheep have to ask что permission овца просила разрешения, for the shepherd to do that. что пастух ей оказал помощь. The shepherd initiates. Пастух тот, который инициирует. And so if there's a problem, И если проблема, it's your это responsibility ваша ответственность to confront that person подойти к этому in человеку love в любви and say, hey, и сказать: эй, this might not be appropriate. может быть, это неправильно. If you have a problem, Если проблема let's есть, talk about it. давай поговорим. Because I love you, Потому что я люблю I тебя, value what you я think, ценю твое мнение, and we need to act like и adults нам нужно как взрослые себя вести, who love Jesus. которые любят Иисуса. For some reason, we're afraid of conflict. По какой-то причине мы боимся конфликтов, We think it will Мы make us думаем, look unholy. что тогда мы будем выглядеть не святы.
Sometimes we're Иногда afraid of conflict мы боимся конфликтов, because we want to keep everyone happy. потому что мы хотим, чтобы все вокруг были счастливы. Your job is not to keep everyone Ваша happy. работа не заключается, чтобы все были счастливы. The shepherd doesn't go to the sheep. Пастух не подходит к овце. Oh, you're injured, it's okay. Ну ты раненый, ну ладно. Oh, you're sick, it's okay. Ты больная, ну ладно. No, the shepherd takes Нет, care of the sheep. пастух заботится об овцах. Even when the sheep don't want it. Даже если овца этого не хочет. And that's a shepherd. И вот это пастух. And that's tough. И это трудно. But if you do it in love, Но если вы будете делать в любви and you do it biblically, и библейски, then the problem's not with you. проблема будет тогда не по отношению к The вам, problem's with them. проблема по отношению к ним. As far as it depends upon you, И если это будет только зависеть от вас, Scripture tells us, Писание говорит нам, live at peace with one another. живите в мире друг с другом. We still have a work to do. У нас все еще есть работа, которую мы должны выполнять. I don't enjoy conflict, Мне не нравится, я не наслаждаюсь конфликтами, but I do like it a little bit. но мне немножко это нравится. Because I know that the result Потому что я знаю, что будет результат. is good. Результат будет хорошим. I enjoy having hard conversations Я наслаждаюсь сложными разговорами, because I keep трудными. my eyes on the end result. Потому что я взираю на последний результат, который будет после этого. I had a guy in our worship band В нашей группе хвалы и поклонения есть парень, who showed up to church recently который недавно пришел в церковь drunk пьяным and was drinking и с напитком в руках during the worship во service время поклонения. in a styrofoam cup. И He had alcohol. у него в стакане был алкоголь. I suspected something. Я ожидал чего-то. I took the cup. Я взял стакан, I took a smell of it. понюхал, открыл, I wasn't понюхал. sure. Я не был I уверен. took a sip of it. Я взял глоток. That's alcohol. Алкоголь. It was right before we were going out to lead the last song. Это прямо перед тем, как мы собирались вести последнюю песню. So I'm walking out on stage И вот я выхожу на сцену in front of 1,000 people, перед 1000 людей, getting ready to lead in worship, готов вести поклонение with a drunk guy behind me. с пьяным парнем позади меня. As soon as the service was over, Как только служение было закончено, I grabbed my boss, я схватил своего босса, who has a PhD у которого докторская степень in conflict management. в управлении конфликтами And конфликтными I ситуациями. said, I need Я your help. сказал, мне нужна твоя помощь. And I took the lead, И я сделал первый шаг. but we pulled him into a room, Мы взяли этого человека в комнату, and I asked him, и я задал вопрос, what's in your cup? что в твоем стакане? And he knew И он знал, that I knew. что я знал. That man is now growing closer to И этот Jesus. человек сейчас растет близко к Иисусу. He was humble, Он был смиренным, he was broken, он был сокрушенным, but he was thankful. но он был благодарным. The people that I have, when I've left the church, Когда я покинул, the people who've церковь, been most sad to see me leave люди, которые более всего горевали, видя, как я ухожу, are the people that I've had those kinds of это conversations те with. люди, у которых были между ними и мной такие разговоры. Not the people I tried to Не keep happy, те люди, которые я пытался, чтобы они были счастливы. but the people that I cared about Но enough люди, о которых я достаточно заботился, to dig deep чтобы углубиться and to ask the hard и questions задавать трудные вопросы, because неудобные. they knew I cared. Потому что они знали, что я забочусь. Jesus did not stay on the surface. Иисус не оставался на He поверхности. looked at the woman at the well Он посмотрел на женщину у колодца and said, и сказал, you've not had one man, у тебя не один мужчина, you've had 7. у тебя 7. He cut to the heart. Он резанул прямо по сердцу. And she was so moved by И that ее так это сподвигнуло, that she went back to her что она town вернулась в свой город as a disgraced prostitute как обесчещенная and проститутка told и everybody рассказала всем about Jesus. об Иисусе. If you want to have impact in people's Если lives, вы хотите оказать влияние на жизнь людей, don't worry about keeping them happy. не беспокойтесь, счастливы они или нет. Be a shepherd, Будьте пастухом, love them, любите их and get to the tough stuff. и доходите до трудного. Do not be afraid. Не бойтесь. When we're afraid, Когда мы боимся, that's Satan это сатана, speaking in our ear. который говорит у нашего Because he уха. knows Потому что он знает, that change starts что перемены when we начинаются, have hard conversations, когда у нас трудный разговор с when кем-то, we're honest, когда мы честны, when we're transparent, когда мы прозрачны, when we're real, когда мы настоящие, when we're humble, когда мы смиренные, when we're willing когда мы to желаем admit our own faults признать наши ошибки and walk with people и идти с людьми through their brokenness. через их сложности. But part of this starts Но часть
этого начинается. with you being С willing вас, вашего желания. to work through your own issues. Быть теми, кто захочет работать в этом To let направлении. Jesus do a work in you. Чтобы Бог работает, Иисус, позволять Иисусу работать в вас. And maybe ask the question, И, может быть, задавать вопрос. why am I afraid? Чего я боюсь? What am I afraid they're going to not like me? Чего я боюсь, что им не понравится во мне? Am I afraid they're going to leave the church? Боюсь ли я, что они уйдут из церкви? Am I afraid they're going to walk away from Jesus? Боюсь ли я, что они уйдут от Иисуса? Those are Satan's Вот voices эти голоса — это сатана, that wants to keep us from который having those conversations. хочет помешать нам и развивать эти разговоры. That's a fantastic question. За фантастический вопрос. Great answer. No, thank you. Замечательно. About the public aspect, though. When it happens in the public, Что происходит, когда это публично? when there are people in public who know of the complaints, Когда люди знают в обществе об этих жалобах, да? is that what you mean? Это ты имеешь в виду? Like, if somebody accuses Ah, you of при- something, how do you react? That's what I'm saying. If someone accuses you of something in public, Когда кто-то вас обвиняет публично при других, you say you'd love to speak to them about that privately, вы должны сказать: хорошо, давай поговорим because it's not everybody's отдельно. business. Потому что это не может это не касается всех. If they see you act like a leader, Если они видят, что ты как лидер себя ведешь, they will respect you, они будут уважать тебя. and it's not anybody else's business. И это не касается других. I've had people raise questions, У and меня есть you have были to люди, которые поднимали вопросы, strategically steer them. и нужно было стратегически управлять ими. We'll talk about that Мы later. поговорим об этом позже. Вот так говорить. Мы поговорим об этом позже. And then you address it. И потом разбираться с You этим. admit when you're wrong, Вы признаете, что вы не and you правы, lovingly say you и were в wrong. любви можете сказать, что он не прав. That's good. Это хорошо. Any other questions? Другие вопросы? Yes, sir. Спасибо большое. Это был замечательный урок. Возможно, я хочу сделать комментарий. Я интересуюсь, если есть маленькие дозы, Yes. иногда это может быть слишком много, это будет отвлеченным. Маленькими дозами критика Yes. иногда полезна для нас и Yes. сохраняет нас, дает нам желание быть смиренными. Одна из вещей, я думаю, которая помогает, разбираясь с критицизмом, также время или рост во времени, Yes. например, Yes. духовно, Yes. зрелость как лидер. Чувствуется, что особенно те, которые не правы, Yes. которые неверны, несправедливы, Right. не причиняют слишком большую боль. Можно сказать спасибо. Yeah. I've been at this church for То есть 7 years, я был в этой церкви несколько лет, and I've earned the right и я заработал to право address some things that I wouldn't have addressed right away. касаться некоторых вещей, которые я бы до этого не касался. The latest statistics tell us Позже статистика говорит нам, that you have to be someplace for at least 5 years что вы должны быть в определенном месте 5 лет, по for меньшей мере, people to trust you, чтобы люди доверяли вам, for you to develop чтобы вы развили a reputation of a good leader. репутацию хорошего лидера. It doesn't mean you don't Это не address означает, issues, что вы не in будете those first 5 years. разбираться с проблемами в течение этих 5 лет. But it is being aware that it Но takes time. это мы должны знать, что на это требуется время. That your job isn't to change Что everything right away ваша работа не заключается, чтобы за одну секунду and to все address изменить every criticism. и разобраться со всей That's a good критикой. point. Хороший комментарий. Yeah, Да, it's good. хорошо. I know we're tired, I know we're Я hot. знаю, что мы уставшие, я знаю, что здесь жарко. Well, thank you all very, very much. Спасибо большое. So I am on Facebook. Вот мой Facebook, There's my email. мой электронный адрес. If you have any questions, Если у вас будут вопросы, I would love to stay in contact with you. я буду рад находиться на связи с вами.
And just, even if there are not questions about this, just И for даже friendship, если не будет вопросов относительно for этого, просто relationship, для дружбы, взаимоотношений, so that we remember we're not alone, чтобы мы поняли, мы не одиноки, and we're all in this together. и мы все вместе. All right? Thank you. Хорошо? Спасибо. Tom, thank you. Том, спасибо. And Peter, И Петр, thank you. спасибо. We appreciate you. Мы ценим Do we have an тебя. extra dessert for him for tonight? Дополнительный десерт сегодня вечером, Петру. Good job. Oh, thanks, brother. That was very good. Это было очень хорошо. And on behalf И от лица of TCM International ТСМ Международного института, the students, от студентов and on behalf и of the от faculty лица факультета and our board of directors, и наших директоров we thank you. Well, мы thank you благодарим very тебя much. We appreciate and и we love you. ценим Thanks, brother. и любим тебя. Bless your heart. Thanks. Thanks. Yeah. Thank you all. Спасибо всем. And let's pray. И давайте помолимся. Please stand. Давайте встанем. And we're going to pray here specifically for И мы сейчас будем конкретно молиться за Тома. Father in heaven. We thank you for Tom. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Тома. We thank you for his study, Благодарим his Тебя за pursuit его упорство и изучение, of you, за то, что он следует за Тобой, his time alone with you, за то время, проведенное с Тобой, the work you are doing in him за ту работу, которую Ты работаешь в нем, for your church. за Твою церковь. We ask you to continue to bless Tom, Мы просим, чтобы Ты продолжал благословлять Тома, bless his family. благословлять его семью. Specifically, we ask for a Конкретно мы blessing молимся о благословении for his marriage to Laura, за его жену Лору, for his children Josh за детей Джош and Megan. и Меган. We ask that Мы молимся, чтобы они will serve you служили Тебе and your church. в Твоей церкви. We pray for their health Мы молимся за их здоровье and their continued blessing. и за продолжительное благословение. Father, you Отец, Ты are the same тот же самый yesterday, вчера, today, сегодня and forevermore. и всегда далее. We cannot say that about ourselves, Мы такого не можем сказать о себе. but because of Jesus, Но из-за Иисуса we have the opportunity, у нас есть возможность, because we have been created in your потому image, что мы были сотворены по Твоему образу и подобию, to serve you every day. служить Тебе каждый день. We ask this blessing Мы upon просим Tom об этих благословениях над Тома, and upon each and everyone here. над всеми, кто здесь. It's in Jesus' name we Во pray. имя Иисуса мы молимся. Amen. Аминь. Thanks, brother. Thank you. Good night, everybody. Хорошего вечера всем.